Зима выдалась очень холодной даже в тех штатах США, которые не привыкли к холодной погоде. В Луизиане, Южной и Северной Каролине, а также в Джорджии температура опускалась ниже нуля, что для этих мест редкость. Жители Флориды и ряда других штатов утром обнаружили под ногами парализованных ящериц. Самые холодные ночи за последние годы серьезно подкосили рептилий. Оно заморожено. Тени, свисающие с ветвей, падали. Местным жителям приходилось постоянно смотреть вверх, ведь взрослые особи могут достигать в длину 1,5 метров и весить до 9 килограммов. Явление, известное как движущиеся камни, стало популярным благодаря долине смерти в американском штате Калифорния. Оставляя за собой длинные и глубокие борозды, камни движутся по пустыне. Есть много видео и тестов этого явления. На самом деле ученые даже разместили на некоторых скалах GPS-навигатор, никаких систем движения пород обнаружено не было, хотя скорость по горным меркам была впечатляющей. Ученые считают, что блуждание вызвано тонкой коркой льда, которая образуется на поверхности пустыни холодными ночами. Пока это самая логичная теория, но и в ней есть свои нестыковки. Если причиной является лед, который образуется регулярно, то почему это явление происходит лишь изредка? Они приходят ко мне на ходу только раз в 2-3 года, а большинство записок остаются на 3-4 года. Мой, с ребристой нижней поверхностью, оставляет на камне более прямые следы. Лежащие на плоской стороне бродят из стороны в сторону. До сих пор не совсем ясно, что приводит в движение эти камни. Одним из первых мест, где услышали странный гул, стал городок Уз в штате Нью-Мексико, который начал сводить местных жителей с ума еще в 90-е годы. Низкочастотное жужжание не давало людям уснуть, словно высасывая их силы. Ученые неоднократно пытались найти источник странного звука, но пока безуспешно. Более того, с 90-х годов прошлого века такое гу можно было услышать во многих местах планеты, например, в Великобритании, Австралии, Канаде и ряде штатов США. К счастью, только 2% населения мира могут его слышать. Такая редкость восприятия шума привело к рождению новых теорий. Все было названо источником шума от автомобилей до промышленности и дикой природы. Некоторые обвиняли это. Во всех случаях тугоухость компенсировалась, если в общем шуме были виноваты рыбы. До сих пор не ясно, что именно является источником звука, деталью. Многие явления в этом вопросе не могут непосредственно навредить человеку. Но, к сожалению, планета не обходится без трагических событий. Смотрите дальше. Очень скоро вы увидите явление, которое может проявиться в любое время и в любой стране мира. Карстовые воронки – одно из самых неприятных явлений в мире. Крайне сложно предсказать, где такая дыра образуется в следующий раз и каким последствиям она приведет. Иногда эрозию почвы подземными водами легко предугадать, а иногда провалы происходят в совершенно неожиданном месте. В одном из районов столицы Гватемалы прямо посреди дня образовалась огромная карстовая воронка глубиной более 100 метров и диаметром около 20 метров. В эту воронку рухнуло 10 жилых домов, и мировые СМИ быстро назвали этот провал черной дырой и вратами ада. Правительство Гватемалы потратило более 2,7 миллиона долларов на ликвидацию последствий краха. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.